Я служил в 85-87 годы в советской армии. И я устал объяснять, там, что такое Иваново. Я говорил, это ближнее Подмосковье, и люди понимали. Ну, Подмосковье, Иваново, Подмосковье. То есть в стране особо областным городом он не воспринимался. Я думаю, что вот такая слава, что ли, к Иванову пришла в перестройку, когда открылся рынок, и отсюда повезли ткани. Уже не таким, не плановым путем, не путем планового распределения. И вот он сложился как такая текстильная столица России. А потом вдруг оказалось, что хлопок в Узбекистане, и как-то и эта история закончилась. Умерло производство, появились торговые центры, в которых торгуют тем самым текстилем, только он уже не ивановский, а привезенный из Китая, там, Узбекистана, Турции, откуда угодно. Да, и все это под видом ивановского текстиля. Я думаю, что Иваново — это такая... Знаете, как выборы у нас почти всегда средняя температура по стране, так и по бизнесу, и по настроениям. Это такая средняя температура по России как-то. А вся жизнь в Москве, а здесь вот как-то, ну, мы как-то живем, да, что-то делаем тут, что-то производим, что-то выпускаем. Ну, здесь история, как во всей стране. То есть началась перестройка. Иваново встретил ее с тремя газетами. То есть областная газета, орган обкома КПСС «Рабочий край», орган обкома ВЛКСМ «Ленинец» и рекламная газета «Курьер». Еще был радиокомитет, и еще была государственная телерадиокомпания. Все. Такой стандартный набор для любого российского города. И началась перестройка, и начался взрыв. Да? Люди захотели читать, люди захотели писать, люди захотели издавать, был какой-то опыт. Была тяга к информации, люди еще понимали, что за это надо платить. Был взрыв. Взрыв прям такой издательский. Телекомпания «Барс» появилась, потом мы с компаньонами там телекомпанию «7+7» открыли, и все это живет до сих пор. Куча газет появилась, куча частных газет. И Иваново до сих пор в этом плане вот как раз выделяется. Оно до сих пор в окружении городов, там, Владимир, Кострома, Ярославль, у нас такой анклав частной журналистики, анклав свободы слова, анклав там... где приезжают там из Костромы и говорят, ни хрена себе вы себе тут позволяете. Ну, то есть в Костроме, где вообще ничего там нет. Я начинал заниматься СМИ как бизнесом, и это было здорово, да. Потом это стало самозанятостью. Теперь я не понимаю, чем я занимаюсь. Теперь я сумасшедший. Я больше половины рабочего времени там на своем частном сайте там думаю, а где там людям как-то зарплату наскрести. Умирают не бумажные, умирают хреновые СМИ. Вот так уж извините, если в вашем проекте такие слова уместны. Важно понять свою аудиторию. Если ты нащупал аудиторию, и она готова покупать твой продукт, да, в России вообще не очень любят платить за информацию, то это бумага. Я там 13-14 лет издавал журнал, который назывался «1000 экземпляров», и люди получали его в руки там, со своей фамилией на конверте. Была такая легенда, да. И все было нормально, все работало. Ну, а потом бизнес кончился. Раньше мой знакомый открыл один магазин продуктовый, второй, другой. А сейчас пришла лента, Пятерочка, Дикси, и все скупили. Везде сети. Так и в СМИ. Ну, нельзя делать вид, что ты занимаешься бизнесом и быть в стороне от процесса. И бизнес региональных СМИ заканчивается. Бизнес частных СМИ. Или за ними стоят какие-то спонсоры, которые... Ну, а когда появляется спонсор, там, о какой свободе можно говорить? Я пришел в мэрию и сказал, ребята, у вас есть газета «Рабочий край», 27 человек штат, 1500 газет выпускают, и вот, ну, какая-то умирающая тема. На самом деле, самое ценное, что там было, вот я вам сейчас честно скажу, это было бюджетное финансирование. И я пришел с идеей в мэрию, давайте я вам за те же деньги буду издавать не 1500, а 50 тысяч. Ну, вот так вот. И издаю. То есть все бюджетные деньги идут на печать тиража и на доставку в ящики, в 50 тысяч ящиков, а редакция на частном предприятии просто содержится за счет рекламы. Ну, я не знаю,
есть ли где-нибудь такие примеры? Самое сложное было объяснить чиновнику, мэру и остальным, что если вы хотите, чтобы у вас была интересная газета, вас не будет на первой полосе. Никогда, наверное, не будет. Ну, может быть, если там что-то случится. Что газета должна быть не о чиновнике, а о городе. И, мы сделали такую газету, да, вот она второй год выходит. И в этом проекте я мало пишу, у меня в основном там я держу шашку и отбиваюсь вот от всех, потому что каждый там представитель партии власти или мэрии считает, что он начальник надо мной, да. А я сказал, нет, Единая Россия платит по прайсу. Это был вообще шок. Заплатили, ничего. У нас цензор вот здесь у всех. И если мы его вынимаем, цензура заканчивается. То есть мой единственный принцип, я публикую о мэрах, пэрах, губернаторах и силовиках все, что я могу доказать в суде. Вот единственное. Единственное, что меня сдерживает, это отсутствие документов для публикации.